Ой, сынок приехал, обрадовалась Евдокия. Сын заезжал редко, и каждый раз для Евдокии это был праздник. Воспитывала сына она одна. Его отец рано погиб, несчастный случай на работе. Сына старалась воспитывать в строгости, но и баловала как могла, не без этого. Больше замуж не вышла, хоть и были претенденты. Любила она своего Петра и не представляла больше никого рядом. Так и жили они с сыном. После школы он поступил в техникум, а потом вернулся в родную деревню. В армию его не забрали, здоровье подкачало. Кручинился сначала по этому поводу парень, хотел как отец быть, но быстро забылась в делах и заботах. Евдокия все ждала, когда он приведет невесту. Все думала про девушек из их деревни. Много хороших девчонок было в округе, но сын невесту выбрал в другом селе. Не понравилась она Евдокии, но препятствовать не стала. Вот с тех пор и нечастым гостем был сын в ее доме, а внуков увидела с год назад, и то мельком. Сноха не хотела общаться со свекровью, а Евдокия не настаивала. Главное ведь, чтобы сын счастлив был. И вот приехал, даже не предупредив. Николай мял кепку у порога. «Здорово, маманя! Я это...» Он помедлил. «Я не один. Вот». И подтолкнул вперед худенького паренька в очках и рюкзаком за плечами. «О, божечки! Внучка мне привез. Это Витя или Алешка? Что-то не узнаю без очков». Николай сел на стул. «Так надень. Это Васька, мой внебрачный. Помнишь, мы с Иркой на год расходились? Так я тогда с Женькой сошелся. Вот он и родился, и я с дуру на себя его записал». Вздохнул он. Евдокия одернула его. «Ты чего это при ребенке болтаешь? Мало он еще про твою непутевую жизнь знать. Вася, ты иди пока в залу и телевизор посмотри, пока мы тут с Баськой твоим разберемся». Пацан молча разулся и пошел в комнату. Евдокия тихо спросила: «А Ирка-то про него знает?» Она не любила жену сына, склочница и хабалка. Да и за что ее любить-то? Николай вздрогнул. «Ты че, мать, если бы узнала, давно босым из дома поперла. А мне жалко, я его своими руками с фундамента строил». Помнила, как он его строил, а Ирка все ходила и инспектировала. Нет бы помочь хоть в чем-то, а она только ворчала. То медленно, то криво. Евдокия вздохнула. «Да чего же ты у меня непутевый какой-то? Не мужик, а рохля. Под каблуком у Ирки всю жизнь. Как еще угораздило на стороне сына завести? Прям чудно. И зачем ты мне его привез? Ирка узнает, и мне не поздоровится». Евдокия уже представляла, как сноха горланит у нее на пороге, не стесняясь соседей. Это она умела, по поводу и без, а тут-то точно разойдется. Николай, волнуясь, стал объяснять. «Женька, змея такая, замуж собралась, с новым хахалем на юга покатила, на месяц, представляешь? Ну и позвонила мне, говорит, забирай сына куда хочешь, хоть домой веди». Я ей с ума сошла, у меня жена, она нас вместе выгонит. А она: «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Принесу твоей Ирке свидетельство о рождении и выкручивайся, как знаешь». А это все, конец мне будет. Она мне Женьку еле простила, полгода со мной не разговаривала. Так я и решил, пусть он у тебя месяц побудет, а потом приеду, заберу. Говорил, а сам глаза на мать не поднимал. Стыдно было, но и свою жизнь менять не хотел. Евдокия покачала головой. Вот какой был в детстве, таким и остался. Что бы ни натворил, мама, помоги. Ладно, куда тебя девать? Оставляй парнишку. Только что-то он не в нашу породу. Она помедлила. Он точно твой? Николай махнул рукой. Мол, не сомневайся, Женька тоже не сахар, но баба верная. Они замолчали. Евдокия вскочила.
«А чего я сижу-то? Давай хоть накормлю с дороги». Николай поднялся. «Прости, мам, но поехал я. Ирка дома ждет». И так наврал, что за запчастями в город поехал. Ваську накорми, а я пошел. Евдокия обняла своего непутевого сына и прошептала: «Ну, с Богом, кровинушка моя». Малец смирно сидел на диване и смотрел телевизор. Там показывали новости. Он так и не решился переключить канал, хоть и видел пульт от телевизора. Евдокия смотрела на худенького мальчишку, застывшего словно статуя, и ее сердце защемило. Как же так могло случиться? «Васенька, пойдем кушать», — ласково сказала она, а малец сначала вздрогнул, а потом встал и молча пошел следом. Пока Евдокия наливала суп в тарелку, все посматривала на внука. Все-таки есть черты сына, хоть сразу и не увидела. Вот и сидит вроде спокойно, а руками скатерть теребит, прям как Николай, когда был маленький. Да и в профиль почти вылитый сын. «Кушай, внучек», — сказала она, поставив перед ним тарелку. «А вы, бабушка, кушать можно только вместе». Не ожидала она такого. Действительно о себе забыла. Да как тут не забыть при таких-то обстоятельствах? «Сейчас и я буду. Я твоя бабушка, и можешь так меня и называть. А вы говорить соседкам будешь. Договорились?» Мальчик махнул головой в знак согласия. Васька ел быстро, не отрывая глаз от тарелки. «Может, еще?» — с жалостью спросила Евдокия, видя, как быстро он все съел. «Не надо, спасибо». Встал тот из-за стола, взял свою тарелку и пошел в сторону раковины. «Оставь, я помою сама». «Я умею сам, честно, я не разобью», — сказал он, не поднимая глаз на Евдокию. Она удивилась немного, но позволила мальчику помыть самостоятельно тарелку и ложку. «Ну, сходи на улицу, погуляй, а я пока ужин приготовлю». «А чего у тебя там в рюкзаке?» — спросила она. Он буркнул: «Вещи». Евдокия кивнула. «Стирать тоже сам будешь или мне придется?» Впервые он поднял на нее испуганные глаза. «А я не умею. У меня мама всегда стирала». «Посуду мыть научила, а стирать хоть немного нет», — подумала про себя Евдокия и подняла легкий рюкзачок. «Ну иди во двор, погуляй, а я посмотрю и сполосну, что грязное». Он вышел, а она стала перебирать нехитрые вещички. 2 футболки, трико и пару трусов. «Не густо», — покачала она головой. Даже кофты теплой не положила. Видно, еще та мамаша. И, замочив вещи в тазу, принялась за пирог с вишней. Вдруг с улицы послышался крик. Евдокия выскочила, даже рук не отряхнув от муки. Что случилось? Васька ревел и держался за ногу. «Меня гусь ущипнул. Больно». Слезы гроздями катились с его глаз. «А чего ты к ним полез? Они вон где пасутся, а ты во дворе был», — спросила она, разглядывая красное пятно на ноге. «Я просто их посмотреть хотел», — всхлипывал Васька. «Ты чего, сроду гусей не видел?» — удивилась она. «Видел, но близко не подходил», — прошептал он. И тут она вспомнила, что Женька-то была городская, в их село заезжала к бабке в гости. «Ну ладно, пошли в дом, помажу тебя мазью», — взяла она его за руку. После ужина положила его на диван и долго не могла уснуть. Ну что за жизнь такая пошла? Она бы сроду своего Кольку к чужой бабке не отправила. Мамаша, наверное, еще та гулена. Ребенок по боку, штаны дороже. И тут она услышала всхлипывание. Прислушалась. Точно, пацан плачет. Она тихо подошла к нему. «Чего ты, внучок? Не нравится у меня? Ну погоди, месяц пройдет, и мамка тебя обратно заберет». Он откинул покрывало и зашептал.
не заберет. Я слышал, как она с дядей Витей говорила, что когда они приедут, меня в какой-то интернат отдадут и будут только на каникулы забирать. А я не хочу. Мне дома с мамой хорошо было, пока этот дядя Витя не пришел. И дяде Коле я не нужен. Он меня даже по имени не называет. Вы, бабушка, хорошая, но я вам тоже не нужен. Пацаненок заплакал сильнее. У Евдокии защемило сердце. Она обняла его худенькое тельце. «Не плачь, Васенька, я тебя в обиду не дам. Хочешь, я с мамкой твоей поговорю, и ты у меня жить будешь? У нас здесь школа хорошая и учителя. Мы с тобой за грибами, ягодами ходить будем, коровку нашу доить. Ты вон какой хиленький, а от парного молока столько сил прибавляется. Не веришь? Я тебя завтра с Павликом познакомлю. Он мальчик хороший и от молока сбитый, как колобок». Он обнял ее за шею. «Хочу, а ты не обманешь?» Евдокия бережно поцеловала его в макушку. «Конечно, нет». Месяц пролетел незаметно. Евдокия рассказывала Васе, как надо ухаживать за коровой, какие ягоды можно есть. Он с нетерпением ждал, когда наконец-то пойдет дождик, и они пойдут за грибами. А пока соседский мальчишка Павлик рассказывал ему о жизни в деревне. У мальчишки появился румянец на лице, а Евдокия как будто помолодела. Она с Васей была в огороде, когда приехал Николай. Тот зашел и увидел, как мама с его сыном поливают огурцы. Они его не сразу заметили, а когда Вася указал на дядю Колю, то спрятался за спиной бабушки. «Внучок, ты поливай дальше, а я пойду, поговорю». Она уже знала, что ей скажет Николай, а также знала, что ему ответит. «Мам, тут такое дело», — начал мямлить сын. «Я все знаю. Женьке сын не нужен, тебе тоже. Я не отдам внука в детский дом, пока жива. Так что он остается со мной. Как хотите, решайте, но чтобы все документы завтра были у меня. Через год ему в школу идти». Николай даже обрадовался и обещал, что все уладит с Женей. На следующий день он привез документы ребенка, а также все вещи и немного игрушек. Еще через месяц наведалась Евгения. Вася сначала обрадовался, а потом взял крепко за руку бабушку. Его отправили посмотреть мультики, а когда он вернулся, то мамы дома уже не было. Прошли годы. Евгения иногда приезжала, привозила подарки, но не задерживалась. Из машины ее вечно торопил Витя. Николай появлялся, но редко. Ира узнала про Васю и посчитала виноватой не мужа, а ее, Евдокию, потому что, по ее словам, родные внуки ей не нужны, а всякие приблудыши в самый раз. Евдокия не говорила ничего в ответ. Это было бесполезно. Могла бы попытаться отстоять свою точку зрения, но кому это надо? Других внуков ей так не привозили раньше, так что она ничего не потеряла, даже наоборот, приобрела. Ей было все равно. Из хлипкого мальчишки Вася вырос настоящего крепыша, был первым бабушкиным помощником по хозяйству, закончил хорошо школу, поступил в техникум на столяра. Ему всегда нравилось работать с деревом, а после техникума пошел в армию, как дед, о котором так много слышала от бабушки. Сегодня Евдокия с утра, наготовив самые любимые блюда внука, то и дело выглядывала в окно, но проглядела. В дом зашел молодой солдат и тихо позвал: «Бабуля, я приехал, ты где?» Она выбежала из комнаты и повисла у него на шее. «Васенька, внучок ты мой родной!» «К матери-то поедешь?» — спросила она. Он отложил вилку, спросил удивленно: «Какой?» «Которая бросила меня и раз в год привозила мне безделушки?» «Нет, не поеду. Моя мама и бабушка — это ты.
и это не обсуждается. И спокойно принялся за еду, уплетая все быстро, как в тот день, когда первый раз переступил порог ее дома. А Евдокия украдкой вытерла слезу. Какая радость, что у нее есть такой внук. Отрада и помощь на старости лет. Кровинушка ее, родная. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.